Ланскнехт – один из самых колоритных персонажей мировой военной истории. Мрачный, бородатый мужик с огромным двуручным мечом, одетый, как будто сбежал из цирка. Храбрый солдат, стойкий в бою и неутомимый при мародерстве. О ланскнехтах есть множество стереотипов, и многие из них – чистая правда. В Германии средних веков, как и в остальной Европе, основу армии составляли конные рыцари. Но время шло, менялась экономика, менялись технологии, менялось и военное дело. В конце 15 века на полях сражений уже царили швейцарские наемники. Пехотинцы с пиками, идущие в бой плотным строем, оказались страшным противником для кавалерии. Они начали с того, что разгромили знаменитое бургундское рыцарское войско, убив заодно и герцога Бургундии. За успехами швейцарцев внимательно следил император Священной Римской империи Максимилиан. Империя тогда занимала огромную территорию, но ее ядром были Германия и Австрия. Внутри себя это супергосударство делилось на сотни королевств, герцогств, епископств, вольных городов и прочих образований. Они взаимодействовали друг с другом по сложным законам и часто даже воевали. Максимилиан не мог положиться на этих своенравных феодалов, и тогда он решил создать собственный аналог швейцарской пехоты. Так в 1480-х годах появились ланскнехты. Сейчас это слово произносят с оттенком неприязни к беспринципным наемникам, но вообще-то в переводе оно означает «слуги страны». Ланскнехты, как и швейцарцы, ходили в бой плотным строем пехоты. Такой строй, ощетинившийся пиками и алебардами и стреляющий во все стороны из аркебуз, был опасным противником. Его сила была в массовости. Рыцаря приходилось обучать годами. Ему требовались дорогие доспехи, конь и так далее. В приличного ланскнехта можно было за пару недель превратить любого крестьянского парня. Ходить строем и тыкать противника правильным концом пики – вот те и все умения. Заменить такого солдата было легче легкого. За забором стояла очередь таких же крестьянских парней, а снаряжение стоило относительно дешево. Очередь эта стояла не просто так. Отряды ланскнехтов были отличным социальным лифтом. Брали туда всех при условии хорошего здоровья. Мало того, в перспективе любой рядовой мог дорасти хоть до полковника. Конечно, у дворян тут было преимущество. Они-то учились воевать с детства. Но это была уже относительно честная конкуренция. Повышали все равно за дело, а не за родовое происхождение. Такой социальной мобильности на тот момент не давала ни одна другая профессия. Воевали ланскнехты, конечно же, за деньги, но тут действовало несколько принципиальных оговорок. Во-первых, служили они исключительно владыкам Священной Римской империи. В первую очередь императору, когда тот их нанимал. Благо, империя была огромной, нестабильной, и там всегда шла какая-нибудь война. Желающие нарушить это правило и поработать на другие страны иногда находились, но ничего хорошего их обычно не ожидало. Например, однажды отряд с поэтичным названием «Черная банда» нанялся на службу к французскому королю. После того, как короля разбили императорские ланскнехты, они первым делом перерезали своих бывших товарищей за нездоровый оппортунизм. Во-вторых, деньги разрешалось брать только у нанимателя. Нет денег – нет солдат. Но пока наниматель платил, насчет лояльности своих солдат он мог не беспокоиться. Из этого следовал еще один мрачный вывод. В плен к наемникам лучше было не попадать. Пленников тогда освобождали за выкуп. Но ланскнехты выкуп взять не могли, даже если очень хотели, потому что формально это проходило как получение денег от врага. Так что сдаваться ланскнехтам не имело никакого смысла. Гуманизмом они никогда не отличались, а финансовых причин сохранять пленным жизнь у них не имелось. Когда в 1525 году ланскнехты одержали одну из самых знаменитых своих побед, разбив французов при Павии, то сваленных с коней французских рыцарей они просто перебили. Чтобы не портить дорогие латы, аркебузу приставляли к слабо бронированному паху. Среди разложенной по полю французской воинской элиты находился и король Франциск. К его счастью, когда очередь дошла до него, заряженные аркебузы у ланскнехтов уже кончились. Пока они пытались выковырять его величество из лад с помощью алебарды, приехал генерал, представлявший нанимателя, и забрал ценного пленника себе. Франциску остались на память несколько шрамов и глубокое чувство уважения к простому народу.
Друзья, здравствуйте. Очень короткий анонс. Вроде вчера начали, а уже 4-й номер журнала «Чтиво». На обложке наш легендарный актер Сергей Шакуров. Я с ним сделал большое интервью. Дима Болдин сделал большое интервью с Гуфом. Также я поговорил с Олегом Шеляговым. Как это 20 лет в банковском бизнесе, а потом возглавить сферу ритуальных услуг. Зоя Богуславская, муза многих поколений интеллигенции, тоже в этом номере. Кроме этого, Бронислав Виногородский, Илья Тютенков, Надя Михалкова. Огромное количество колонок. В общем, все, что вы любите. Самое главное, номер посвящен Москве и москвичам. Где они рождаются, куда они ходят, где они признаются друг другу в любви, где они обедают, ужинают, где они любят отдыхать. Все о городе Москве. Ну и, конечно, много исторического материала о нашей столице. Сам журнал «Чтиво» уже вышел, его можно купить по ссылке в описании на Озоне. Хотя большинство ланскнехтов по происхождению были крестьянами, их статус был очень далек от крестьянского. Никаких землевладельцев, никаких унижений. Судил наемника суд равных, а подчинялся он только своему командиру, с которым сам заключал договор. Командир был при этом не господином, а работодателем, который может требовать от подчиненных чего угодно, но только в пределах контракта. Отряд ланскнехтов был не просто боевой единицей, а хорошо организованной фирмой, в которую входили, кроме солдат, логисты, финансисты и даже юристы. Наблюдатели поражали внутренние суды ланскнехтов с состязательностью сторон, обвинением, защитой. Приговоры, кстати, могли быть очень жесткими. Худшим считался так называемый суд пик, когда собственные товарищи толпой закалывали провинившегося. Кроме того, наемникам отлично платили. Простой боец зарабатывал в 1,5-2 раза лучше опытного рабочего, а самые ценные бойцы, вооруженные двуручными мечами, раза в 4. Поэтому за отрядами ланскнехтов тянулись целые караваны из торговцев, женщин легкого поведения, слуг, портных и всех тех, кто каким-то образом зарабатывал на бойцах. Пока солдат был жив, он был обеспеченным человеком. Кстати, считалось, что солдату лучше иметь жену. Обычно она не только занималась бытом и следила, чтобы муж не пропивал все жалование, но и работала в лагере, например, прачкой или швеей. А бывало, что брала кинжал и бежала грабить взятый город вместо раненого мужа, пока его шили хирурги. На вершине пирамиды стоял оберст, полковник. Он не только командовал людьми в бою, но и набирал их, и вел переговоры с нанимателем. Короче, был не только командиром, но и бизнесменом. Его хозяйство могло быть очень крупным. В строю у одного полковника могло находиться несколько тысяч бойцов, а за ними двигаться еще несколько тысяч человек небоевого персонала. Так что в отряде существовали еще и небоевые командные должности. Даже у женщин имелся специальный офицер, так называемый, начальник над шлюхами. Часто эти начальники добивались настоящей армейской дисциплины. Женщины у них ходили строем, с песнями и под собственным знаменем. У хорошего оберста все работало как часы. Служба вознаграждалась не только деньгами. Разноцветные костюмы, буфы, разрезы, пышные рукава и штаны, ленты всех цветов, перья на беретах, гротеск на огромные гульфики. Все это считалось не одеждой сумасшедших фриков, а шикарным стилем милитари. Люди тогда были сильно ограничены в выборе одежды. Носить слишком яркие вещи простым людям просто запрещалось. Но ланскнехты самовыражались как хотели. И имели на это, кстати, полное право, дарованное императором. Максимилиан в свое время заявил, что век наемника и так короткий, пусть бедняги хоть развлекутся перед смертью. И наемники действительно жили по принципу «живи быстро, умри молодым». Средний ланскнехт обычно погибал через несколько лет после вступления в отряд. Причем не обязательно в бою. Большая битва могла случиться раз в год или не случиться вообще. А вот переохлаждение, эпидемия дизентерии, гнилая вода или заражение крови в результате небольшой бытовой травмы – все это были вещи абсолютно обыденные. Кстати, пить сырую воду действительно не стоило, и ланскнехты предпочитали пиво, которое потребляли в огромных количествах. Потери никого особенно не расстраивали. Восполнить их никакого труда не составляло. Нищие молодые крестьяне или подмастерья в Европе тех лет имелись в почти бесконечном количестве. Друзья, буквально 2 секунды вашего внимания. Значит, у журнала «Чтиво» есть, собственно, журнал, есть телеграм-канал, ссылка постоянно здесь, и теперь появился сайт. Сайт, в общем,
практически совершенно отдельное медиа. То есть, конечно, туда будут выкладываться главные материалы, которые были в журнале, но там будет огромное количество собственных уникальных материалов. Это всякие большие исторические фичеры, интервью с разными интересными людьми и куча всего интересного и залипательного. Переходите по ссылке и посмотрите, какой красивый и очень полезный сайт мы сделали. Спасибо. А теперь обратно к теме выпуска. Ланскнехты никогда не забывали о своем главном противнике. Они часто встречались на поле боя со швейцарцами, и их столкновения отличались такой дикой свирепостью, что получили отдельное название – «Плохая война». Пленных в этом случае не брали ни те, ни другие. Сама рукопашная с пиками и алебардами выглядела как чудовищная мясорубка. Впереди строя шли солдаты с двуручными мечами с задачей порубить вражеские пики. Специалистам с двуручниками платили много, но их позиция считалась местом для смертников, а первая шеренга носила название «безнадежный». В лучшем положении находились аркебузиры. Огнестрельное оружие еще не стало основным, но уже использовалось активно. Отстрелявшись, аркебузир отходил для перезарядки. Под прикрытием пикинеров стрелки могли причинить противнику страшный ущерб. Низкую точность компенсировали огромной убойной силой. Пуля громадного калибра попадала в цель не всегда, но уж если попадала, то наносила чудовищные раны. Человека валило с ног, рыцарская лошадь останавливалась, как будто налетела на стенку. После того, как аркебузиры из-за близости врага и низкой скорострельности своих ружей переставали вести огонь, все решала рукопашная. Как только пики и алебарды ломались, в дело шли широкие короткие мечи, специально предназначенные для боя в свалке. У них было очень емкое название – кашкадеры. Нагляднее всего ланскнехты выступили в так называемых итальянских войнах между их родной империей и Францией при участии итальянских государств. Италия той эпохи – богатейшая страна, а грабеж у ланскнехтов не возбранялся. По отдельности итальянские государства были слабыми, так что ланскнехт уходил из взятого города сытым, богатым, пьяным и довольным собой. Именно во время этих войн взошла звезда легендарного вождя ланскнехтов Георга фон Фрунцберга. Он был аристократом по происхождению, но идеалы братства ланскнехтов принял близко к сердцу. Особенный восторг у рядовых вызывала способность вождя стоять в одном из первых рядов и махать алебардой наравне со всеми. Фрунцберг заработал на итальянских войнах довольно много денег и прозвище «Отец ланскнехтов». Но нельзя сказать, что дело было только в деньгах. Например, однажды, когда средств на очередной поход не хватало, он не только взял кредит, но и продал драгоценности своей жены. Величайшим успехом Фрунцберга стало разграбление Рима. Его бойцы взяли Вечный город в 1527 году, решив таким образом самостоятельно компенсировать перебои с жалованием. Именно к этому штурму относится знаменитый подвиг швейцарских гвардейцев Папы Римского, которые в большинстве своем погибли, но позволили понтифику бежать. Ланскнехты с удовольствием перебили своих старых врагов, а затем занялись городом. Дворцы, особняки, лавки – все это было разграблено. Все, кто участвовал в этом величайшем разорении, стали богачами. Ну, все, кто выжил. Погиб отец ланскнехтов, как ни странно, не в сражении. Его убила организационная сторона бизнеса. Войны затягивались, жалования платились перебоями, наемники устраивали бунты из-за невыплат. И на этом фоне Фрунцберга разбил инсульт. Его лечили по всем правилам тогдашней медицины с использованием новейших достижений науки. Прижигание висков расплавленным золотом или ванной из оливкового масла. В масле, прежде чем положить в ванну, больного сварили лису. У врачей вообще еще много интересных идей оставалось, но Фрунцберг, к сожалению, умер. Весь 16 век ланскнехты провели, сражаясь за империю, ее многочисленные составные части и просто за кого придется, забретая иногда довольно далеко. Например, по некоторым сведениям, небольшие группы ланскнехтов для войны с Великим княжеством Литовским и Польшей нанимал даже московский князь Василий III. А в Ливонскую войну их отряды воевали против Ивана Грозного с переменным успехом. К концу XVI века привилегии ланскнехтов были сильно урезаны, а на европейском рынке наемников появилось много новых предложений. Это означало падение жалования, безработицу и падение престижа. Век ланскнехтов действительно оказался недолгим, но во всех смыслах ярким.